Традиционно сказка. У нас не бывает неинтересных сказок. Вообще сказок неинтересных, как мне кажется, не бывает. Все И, сказки достаточно интересно, когда проходишь вглубь их мгм. смыслов. И у меня уже такое ощущение складывается, что сказки сделаны на разные случаи жизни. Да, именно так и есть. Но для чего читают детям сказки? Для того, чтобы у них были разнообразные сценарии преодоления каких-то задач Мгм. внутренних или внешних, чтобы у них уже в эту сторону была нейронная связка. Ну, то То есть есть, когда, опора какая-то. конечно, когда человек попадал в ту или иную ситуацию, он не был в контексте, что я не знаю, куда идти, а у него уже был прописан, что можно выйти. Вот из Мгм. любой ситуации можно найти выход. Поэтому чем больше читаешь сказок, тем больше выходов у тебя есть. А тем более, если ты их разбираешь, проживаешь сквозь себя. Вот ты представляешь, нынешнее поколение, ну, наверное, не то, что нынешнее поколение, а поколение 3 сказки особо не читают. Ну, Ну, по-моему, сейчас вообще не особо читают? пользуется популярностью эта вся тема. Ты знаешь, как ни странно, сейчас, вот на данный момент времени в культурном слое стало больше появляться такой народной литературы. Ты если зайдешь в Мгм. книжный магазин здесь, то ты увидишь о том, что в современной такой интересной иллюстрации появляется и классическая литература, и сказки, и даже комиксы на основе сказок делают. Как интересно. Да. Значит, мне просто показалось. Не, вот наоборот, сейчас идет такое возрождение культурного слоя. Ну, мне кажется, каждый народ должен опираться на свои культурные слои, свои культурные коды, на фундамент предков. Как мне показалось, что можно и на другие коды опираться. Да, потому что сейчас мир открытый. И открытие, быть открытым к миру — это достаточно круто. Да. Мне кажется, даже я почувствовал, это дает буст определенный. Потому Мгм. что ты читаешь, допустим, разбираешь одну тему в сказках, которые свойственны твоему культурному коду, потом переходишь на другие сказки и для себя что-то новое открываешь даже. С одной стороны, открываешь что-то новое, а с другой стороны, ты замечаешь, что очень много котов одинаковых. Да, и людей, как правило, беспокоят одни и те же вопросы Да, во всех точках мира. да. Собственно, к этому мы видим еще в самих сказках. Да, просто сюжеты разные. Разные Мгм. сюжеты, разные будут Герои. герои, да, разные будут волшебные предметы. А коды, ну, в принципе, сам путь, он достаточно схож. А «Золотая девочка» у нас чья сказка? А Интересная. «Золотая девочка» болгарская. Болгарская? Точно, точно. Болгарская сказка. Да, Точно. И это... и мы видим, уже на данный момент пересечение с другими темами, которые мы разбирали ранее. Да. Да, что же мы там видим в этой сказке? Во-первых, опять же, семья без матери. Мать умерла. Собственно, ее Мгм. мать, девочки этой маленькой. Остался отец, и плюс он потом женился через какое-то время погоревав. Ну, что, в принципе, естественно. Тут тоже описан процесс, как это будет, если что-то вот такое будет неприятное, нехорошее. Ну, Если кто-то еще не понимает. здесь, в этом месте, что интересно. Если рассматривать с разных слоев, да, я не любитель рассматривать с одного бока, Мгм. то один из вариантов, как в психике может отражаться а, такая, такой разворот сюжета, это про то, что, да, вот эта вот смерть матери. Ведь не обязательно матери умирать физически, да, не обязательно матери появляться другой стороной. Ведь может быть эмоциональная смерть матери, то есть что-то происходит, Она становится холодной? она становится мертвой. А мертвой в каком плане? Эмоциональном? То есть она. Эмоционально, ну, просто уходит человек, функционирует, а ребенок в этот момент понимает, что он а, Я правильно тебя понял? То есть человек уходит во внутреннюю иммиграцию такую, и то, что мгм. снаружи, его не особо интересует. Да, ребенок в этот момент чувствует себя, что он среди восковых фигур. Мгм. То есть мать как будто восковая. То есть это тоже сказка о неком выходе И, и кстати, контакте с собой, выходе от зависимости с такой матерью. мгм.
И, кстати, такие вот восковые фигуры родителей, они вот очень сильно наносят травмы в детстве. Конечно. Холодная мать, вот этот синдром холодных родителей. Да. Ну, это мы затрагивать не будем, это отдельная тема для отдельного видео другого. Но это достаточно частая история, когда человек попадает в какой-то свой травматический опыт, и у него что такое умер? Привычно функционировать. А, Он перестает функционировать, то он функционирует, но нет в этом месте, нету эмоций, нету чувств, Мгм. нету жизни. То есть жизнь отсутствует. А очень часто, да, есть же такой синдром хорошей девочки. Ведь это тоже про это же, только Ну, немножко с другой стороны. То есть для того, чтобы быть хорошей, мне надо убрать свои чувства, мне надо убрать свои эмоции, мне надо убрать свое наполнение для того, чтобы подстроиться. А представляешь, вот ребенок живет, вот если у него холодные родители, ребенок живет, а достучаться никого не может. Другие не на связи. При этом его обслуживают. как роботы. Мгм. Такой холодной рукой, железной. Мгм. Ну да, там на этом месте может все что угодно возникнуть у ребенка. И в Конечно. будущем это будет очень сильно мешать ему жить своей Но жизнью. в будущем он будет искать, как травму исцелить. Психика всегда ищет исцеление. То есть Психика всегда. как вода, она всегда найдет, куда Да, затечь. да. Просто человек не будет понимать о том, что почему в его жизни происходят те или иные события. А так психика всегда найдет, будет каждый раз стремиться снова и снова искать ту дорогу. Мгм. И в сказках эти дороги прописаны, в частности, в этой. Мачеха у нее появляется, то есть это новая жена Мгм. мужа, да, отца ее. Мгм. И опять, что мы видим? Мы видим, что мачеха злая. О, боже мой, какой поворот. Когда мачеха была добрая в сказках. Здесь очень Я интересно. еще такого момента не помню. Ну, мачехи не бывает доброй, потому что это хотя бы хоть какая-то на самом деле чувственная сторона Мгм. матери. Такая огненная, да. Огненная, да. То есть которая на самом деле инициирует на путь. Мгм. То есть вот когда мы видим этот разворот, то сразу мы говорим об инициации в зрелость. И вот что я опять же ловлю, я когда разбираю какую-то ту или иную сказку, конечно, идешь по сюжету, и каждый раз, когда ты вот это все прочитываешь, ощущаешь, ам, кажется в первом приближении негативная сторона мачехи. Ну, потому что она ее выгоняет, она ее вот буквально с лица земли стирает. Мгм. Но потом, как ты говоришь, действительно это идет на пользу. Во-первых, главный герой проявляется, в частности, девочка. Удивляет опять же муж безвольный, который, ну да, выкинут, ну, значит, пойду выкину ее нафиг на помойку. Что же делать? Жена сказала, Но требуется. заметь, в этой сказке, да, он же предложил испечь лепешку. Да, И он же предложил ее убрать для того, чтобы ссор и скандалов не было в семье. Я ее вывезу. Не мачехина это было предложение. она же ему говорила, она мне доела, типа, избавься от нее. Ну, Капала на мозги, и вот это все. да, она надоела, но решение принял он. Гениальное решение, скажу. Надежно, как швейцарские часы. Ну, конечно, гениальное решение. Вообще, вот тоже это история про то, что вовремя сепарироваться. Мгм. Что все, пора на выход, пора из гнезда, И вот я, из кстати, родительского. да, извиняюсь, что я тебя перебил. Когда вот первый раз смотришь вот это, думаешь, блин, ну опять вот этот стандартный мотив, вот безвольный характер вот этот и проблемы, вот проблемы в жизни такие. Но потом Какие? человека выкидывают в лес вообще, считай, маленького. Но потом, действительно, когда вот ты смотришь, воспринимаешь это не как фильм, а как сказку, Мгм. у некоторых, кстати, реально такое бывает иногда, то, Кого выкидывали в лес, уж ну, простите я меня. думаю, человеческая история достаточно древняя, и всякого Ну, ситуации бывало. конечно, да. Героиня, в частности, маленькая девочка, она поплакала, там, ну, как привычная реакция, не нашла отца, пошла проявляться, то есть поняла, Мгм. взяла судьбу в свои руки, не просто сидеть на месте, не зависла. Ты знаешь, Действие. я хочу, наверное, ну, мы не будем же всю сказку Ну да. разбирать, а просто какие-то куски, какие-то моменты. Для меня эта сказка, она про
инициацию женственности, встречу со своим внутренним миром, сборкой, да. И здесь немаловажную роль играет отец. Не вывези отец в гору, Мгм. приключение бы не состоялось. Так бы и жила девочка на обслуживание мачехи и отца. Как часто ты в современном мире видишь, как дети обслуживают своих родителей? Часто. В Ну, основном вижу обслуживание в виде того, что реализация желаний невыполненных родителей. вот. Это что же обслуживание? И вот здесь вот интересный поворот. А тогда, если на отца посмотреть, на самом деле он безвольный. Ты своего ребенка отправляешь Ну, куда-то в куда-то лес там. в лес. Да. Вот ты как отец, будущий, наверное, я не знаю, вдруг отправляешь своего ребенка в лес. Каково это? Ну, это тяжело представить. Вот. Сейчас в современном мире достаточно тяжело, да. Сейчас для того, чтобы ребенка отправить в лес, сначала родители обязаны, да, уже обязаны Купить ему iPhone. купить iPhone, ладно, квартиру, машину, устроить на престижную работу. Состоять во всех чатиках школы, детского сада, Да, университета. да, то Проверять, есть, ходит ли он на работу. да. Ну, в принципе, так мир и есть. И я могу сказать, так как у меня трое сыновей, я старшему уже 20, мне сын пишет утром и вечером. На работу пришел, да, чек-ин, Ой, я бы чек-аут, да. вышел. И я вот иногда думаю, насколько это вот мне, даже мне иногда это уже надоедает. Потому что там у меня своя жизнь, у него уже своя жизнь, Взрослая уже. взрослая. А теперь давай вернемся на 100 лет назад. Вы родители, вы живете в деревне, Мгм. да? И вот выдался у вас умный ребенок, который говорит, я пойду учиться. Ну, Ломоносов, например. И вот он, ребенок, уходит, и все. И нет его. Как И будто бы его нету ни о каком, ни о какой квартире, ни о какой машине, ни о какой связи речи идти не может. абсолютно, как будто бы умер, такая ситуация. Да, и ты не знаешь, реально не знаешь, жив он, мертв, что с ним, Дошел он. дошел он, да, не дошел. Вот представляешь, какая разница? А это всего лишь 100 лет. Как быстро спрогрессировали, так сказать. Спрогрессировали или регрессировали. Но вот тут, смотря с какой стороны смотреть, да. То есть люди, которые отпустили ребенка, они остаются в деревне и Мгм. продолжают жить Своей жизнью. вне зависимости. Ребенок, которого отпустили, живет своей жизнью. Все, он сам. Это прямо описание взрослой жизни. Да, Сам на своих хлебах. да, смогу, не смогу, помогут, не помогут, все. До свидания, да. Связи нет. Ну, там, Ну, через телеграмму там, который идет месяц. да, то есть письма, да, которые мы читаем Мгм. периодически. Там друг другу кто-то писал. Вот просто ты это представь. Я иногда это представляю, когда надо где-то заявление заполнить, подписать. Для меня непривычно писать что-то от руки. Уже за такой короткий промежуток уже я привык уже на кнопки нажимать. Ну вот И как непривычно что-то писать. смотри, насколько человеку упрощают его быт. Как интересно, мы в сказке Да, переходим на совсем другую тему. То есть вот здесь момент вольность или безвольность отца, она очень такая пограничная, по-моему. пограничная, потому что, да, с одной стороны, вот ты, Мачеха там что-то. да, вот тобой руководит женщина, а с другой стороны, ну, попробуй своего ребенка в лесочек-то свези. Ты права. То есть, если посмотреть на эту ситуацию, если действительно увидеть ту жизнь, которая была, Мгм. а не притягивать ее в современный мир, что вот отстоять не мог квартиру, М. машину, жениха в соседнем доме, чтобы чай пить. Вот. И это повсеместно. А потом мы спрашиваем, почему случается то, что случается. А где взрослость? Да ее нету, как она возникнет, эта взрослость. Взрослый человек — это вот, как мы сказали, ушел и сам живешь своей жизнью, добываешь себе Да, пропитание там. приехал раз в 3 года, Да. обнялись, чаю попили, сказали друг другу до свидания. Это вот история про бабу-ягу, которая в Мгм. середине живет. Пошел дальше. И вот тогда это жизнь. Тогда жизнь
и у одних, и у других, у двух поколений. Насыщенная, напитанная, потому что когда дети уходят, мужчина с женщиной остаются. Дети ушли, родительские роли, по сути, ушли. И остаются только, Основа опять, с чего начинали? да, мужское и женское. Мгм. И вот насколько мне комфортно с тобой, начинают возникать вопросы, а связывали настолько дети, а давай мы их вернем для того, чтобы нам было вместе интересно. Вот и все. Да, в основе, видишь, интерес лежит. Вот так вот. И вот возвращаясь опять к этой девочке, Мгм. она молодец, опять же, встретила она эту старую женщину потом, Что которая значит, не перечила, просто помогала что ей. значит встретила старую женщину? Давай быстренько пройдемся по символике. То есть она попадает на гору, с горы катится лепешка. Это очень интересно. Если Лепешка в виде солнца, видимо, скатывается куда-то. уголь из уголя, а уголь был равно золото. А уголь это ты про какой Она же эпизод? угольная лепешка. Угольная? А, вот тот Да. момент я опустил. Здесь очень интересно, что угольная лепешка. А уголь, как мы знаем, тоже в разных сказках существует. Да. В русской народной Василиса там уголек, Золушка в Золе. Мгм. То есть вот зола — это достаточно сильный трансформирующий символ. Либо Зола, уголь — это то, что приближено к золоту. Мгм. То есть не будь то этой лепешки, золота бы в дальнейшем тоже не получилось. Тут все взаимосвязано, все имеет причинно-следственную связь. Прикольно. Мгм. Я не помню, как она встретила эту женщину. Ну, там на горе она начала подниматься и встретила женщину. Она и потом пошли с ней домой туда к ней. Тут можно много разбирать, там множество моментов, но к чему, да, что это здесь такое? Лес и добрая, да, скажем так, Мгм. добрая женщина. То есть это говорит о том, что в ее внутреннем мире образ теплой матери есть, и она служит ему. Соответственно, когда она ей выслужится, она Она возвращается домой с наградами. возвращается домой с наградой, да. А вот тогда, если это символ матери добрый, теплый, а Мгм. что же за символ тогда змеи и ящерицы? А Это как что-то ты животное? думаешь? Ну, это животное, это Животное. инстинктивное. А что они могут еще значить, кроме того, что это животное инстинктивное? То есть питание, сон, основные функции, получается, инстинкты, да? Конечно, ну то есть, что касается там другой девочки, да, Мгм. которую тоже отправляют, то она выбирает соединиться со своими инстинктами. Только, да. Лягушка, это же лягушка соотносится к родовому слою. Могу ли я родить или нет? Ящерица, гибкость, проникновенность везде. Змеи, мудрость. И при этом она шла туда изначально за наградой. Ну, шла за Потому что наградой. предыдущая девочка принесла золото, А ты ларчик с золотом. считаешь, это не награда соединиться со своими инстинктами? Абсолютно. То есть ты можешь, ну, золото тебе ничего не родит. Золото — это внешнее богатство, а то живое. Да. Но я просто к тому, что у двух разных людей Да, разные были посылы, что да. логично. Ну, во-первых, у одной не было посыла, ее вывезли в лес, и ты живи Мгм. как хочешь. За счет того смирения, через которое она проходила, за счет того, что смирилась с жизнью, получила вознаграждение и стала золотой. И она на ходу начала вот это жить, вот как и есть, Как есть, да, ничего не не делала. Ну, то есть придумывая. не сочиняя, не стоная, ничего, а другая пошла по ее пути В надежде уже получить ларчик с золотом. в надежде получить вознаграждение. И она Да. его получила. То есть ей сказали, соединись со своими инстинктами. А ведь часто в жизни человек, он не знает вообще своих инстинктов. Часто в жизнь происходит, складывается таким образом. Человек живет только на них. Стой, беги, замри. Мгм. И все. В отношениях обычно замри или бей, или беги. Беги из отношений. Плохой мужик, беги из отношений. Хрен это там разбираться. Хороший, все равно беги. Не знаю Хороший, зачем, но все равно беги, да. недостаточно хороший. Надеюсь, что плохого у него, А, и беги. нет, ну там может быть не беги, там может быть хороший, надо замереть, надо забыть о себе, ведь он хороший. Мгм. И в этот момент вся жизнь встраивается вокруг хорошести, то есть не уходя никуда, ну, не чувствуя себя. Ну, то есть там разные могут быть движения. Но пока ты не изучишь свои инстинкты, где ты стоишь, где ты бьешь, где ты замираешь, а это самый базовый уровень, ты жить не научишься. Да, То вот с есть этой стороны я не смотрел. Вернее, пытался посмотреть, но это от меня ускользнуло. и сквозь именно нее она показывает палец. Ее сначала, то есть принц должен сначала для того, чтобы пройти к золотой девочке, да,
должен сначала соединиться с этой, встретиться с ней, встретиться с инстинктами, ну, то есть с чувствами, желаниями, и тогда он пройдет дальше вот к своей такой внутренней, очень тонкой, чувствительной, душевной части, и получится сакральный союз. Вот такая Да. сказка. Красота. Сказка учит о многом. Ну, Даже там прям, если детально разбирать, мы здесь с тобой на 2 часа. Там много красивых деталек. в любом случае человек получает награду, исходя из того, куда он идет. То есть, хочет ли он соединиться только с инстинктами, он получает соединение с инстинктами. Здесь я бы не так сказала. То есть без соединения со своими инстинктами к сакральному союзу, к Мгм. душевному союзу сложно пройти. Целостность, то есть такая получается. Не во многих сказках встретишь вот это движение. А получается, ты сказала, там принц появился, да? Я вот что-то про него не помню. Я помню, что она потом вознеслась куда-то на небо, что-то там с ней произошло, она и потом оттуда наблюдала, и иногда искала, где она родилась. А что у сказки есть разные варианты окончания, что есть вариант о том, что вознеслась золотая девочка, правильно? Да, и наблюдала за миром, и иногда искала глазами там, откуда она родом. Мгм. А есть вариант, где свершился сакральный союз. И там как раз золотая девочка выходит замуж за принца, а черная девочка остается в доме. Ну, то есть она остается в структуре личности. Инстинктивная часть, она всегда должна быть внутри. Вот а духовная выходит наружу. Такой вопрос интересный. А чему может научить эта сказка вот человека, который чему-то хочет научиться? В первую очередь, наверное, уметь смиряться с ситуациями и просто делать. Но знать свою цель. Для чего ты это делаешь? Чтобы что? Ну вот золотая девочка хотела вернуться домой. Да, она, собственно, кстати, вернулась. Да. И дальше уже со своим, да, кладом идет развитие жизни и выход замуж. И, может сказать, она свой дом уже создала. Создала, ну, она вернулась еще в родительский, но для того, чтобы из нее выйти, у нее есть уже ресурс золота. Мгм. При этом у черной девочки тоже есть ресурс. Черная девочка это теневая сторона женского. И она тоже соприкасается со своей тенью, да, то есть с инстинктами. Что инстинкты нужно знать. С инстинктами тоже нужно быть в контакте. И изначально, да, вот вообще тут интересный процесс, потому что палец показали. Мгм. Ты, наверное, эту версию не очень, да? Ну, да, мы другую версию смотрели. Но тогда мы здесь не будем углубляться, потому что смысл в том, что если золотая часть возвысилась, да, то в той истории, которую ты смотрел, то это говорит о том, что дух всегда наблюдает, душа всегда следит за тем, что есть на земле. Хочет всегда вернуться. Я так понимаю, это бессознательно, мы имеем в Мгм. виду. Ну, то есть соединение, в принципе, произошло. Мощная сказка Очень. о соединении физического и нефизического духа. Я бы сказала даже не то, что физического и не физического, а соединение животного и духовного начал. То есть мы все равно, да, вот очень сейчас модно вот эта духовность, ты, тра-ля-ля, а вы живете телом, кушаете телом, Да, тело-то ваше здесь, а где ваш тело разум, да? здесь, да. И очень часто ты встречаешься с людьми, когда они все духовные, все в облаках летают, а на самом деле ты здесь проживаешь. Ну, то есть Мгм. а, чувствуешь или не чувствуешь огонь, чувствуешь или не чувствуешь запах. Да, то Для есть чувства чего-то, должны быть. для чего-то опыт этот нужен. Ты исходишь из чего? Из инстинктов, из чувств, из ощущений. Как ты проживаешь свою жизнь. И когда не тобой управляют животные инстинкты, а ты управляешь, ты знаешь их, ты с ними в контакте, ты ими умеешь управлять, тогда ты уже начинаешь идти по ступеньке эволюции. Ты уже не животное, ты уже человек. Если ты управляешь своими чувствами, Еще плюс, который знает себя. да, ты познаешь себя и познаешь в себе божественное начало. Ты с ним в контакте. А на этом мы и закончим. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Также делитесь этим видео со своими друзьями. Да, всем пока-пока.